Всех с прошедшим праздником еще раз. А сейчас хочу поговорить о мирском. Наверное, некоторые слышали или читали, что Национальный банк Украины разослал письмо, где рекомендовал банкам усилить контроль за счетами физлиц, сообщать, информировать. Я так понимаю, немножко людей это напугало. Некоторые не совсем правильно поняли, что же он сделал. Давайте я вам расскажу, что же действительно происходит и вообще, в каких случаях банки контролируют, скажем, контролирующие органы о ваших деньгах. Значит, что ясно. Смотрите, у нас существует, наверное, слышали, закон о борьбе с легализацией грязных денег, борьба с террористами. Давно существующий, с 2003 или 2002 года. Много внесли там изменений, но он давно существует. У нас есть структура специальная за Госфинмониторинг. Пожалуйста, не путать с налоговой. Я понимаю, что журналисты прикрутили все, что угодно. Налоговая – это налоговая, а Госфинмониторинг – это Госфинмониторинг. Это разные структуры, разные начальники, разные подразделения. Как они взаимодействуют? Ну, как любые госструктуры. То есть, налоговая, если хочет что-то получить, она официально обращается в Госфинуслуг, и Госфинуслуг на основании документа, который они получили с налоговой, но чаще всего налоговым лицам, сообщает налоговую. Но официально, то есть не просто так, что вот позвонил вдруг, скажи нет. И обратный ход. Если Госфинуслуг видит, что есть состав преступления, только в этом случае, тогда он пишет, соответственно, документ, отправляет или в налоговую, или в СБУ, или там МВД, смотря, или в прокуратуру, в зависимости от куда надо, скажем так, у него там определенная процедура. Вот так это работает. То есть это разные структуры. По этой причине, что я говорю, налоговой не сообщает. Поняли? А финмониторингу сообщает. Вот такая разница. Не только банки сообщают нотариусы, сообщают, к примеру, ломбарды, финансовые учреждения, торговцы ценных бумаг, страховые компании. Не удивляйтесь. Но поговорим о банках. Значит, обращаю ваше внимание, когда вы приходите в банк, открываете счет, любой, депозитный, расчетный, вас просят паспорт и код. Просят. Что это? Это называется, они проводят так называемый первичный финмониторинг. Вот когда они снимают ксерокопию из вашего паспорта, из кода и просят расписаться, это и есть финмониторинг. То есть, сотрудник банка на вас посмотрел, увидел, что это лично вы, то есть, сравнил, да, это точно, паспорт не фальшивый, насколько он может проверить. Вы реальны, вы подтвердили. И помните, вам анкету дают заполнить. Вот эту анкету, причем некоторые заполняют внимательно, некоторые не внимательно. Вот, скажем так, вот эта анкета для финмониторинга. Я понимаю, что у нас это немножко так, заполнили все, но на основании этой анкеты вот все данные включаются, складываются в папочку. Банк должен это сделать. Он это делает. Вот первичный финмониторинг прошел. Все. Вот это первый этап. Теперь возникает вопрос, а дальше? Насколько у меня? Вот смотрите, в чем ситуация. Закон, про борьбу с грязными деньгами, хотя я сказал бы ее немножко по-другому назвал. Если так опустить все лишнее, то основное. Смотрите, банк должен проводить так званые два мониторинга. Первый обязательный и внутренний. Давайте начну с обязательного. Потому что обязательный, он как раз самый важный. С точки зрения Госфинмониторинга. Что такое обязательный? Это означает, что есть критерии. Если по-вашему все счета сразу у банка контролируются, есть специальная служба, есть ответственный финмониторинг, если большой банк, там департамент. По этой причине не надейтесь, что никто ничего не знает. Все знает. И вот смотрите, вот эта вот служба специально, согласно требованиям, мониторит все счета, и есть определенные критерии. Вот если под эти критерии попадает ваш счет, они делают файл, тоже есть определенная процедура, и этот файл отправляет в Госфинмониторинг. Этот файл приходит в Госфинмониторинг, ложится, и дальше, я бы сказал бы так, он может лежать там, пока кто-то запрос не даст. Или Госфинмониторинг может его анализировать, опять же, этих файлов очень много. Он может просто, скажем, по фильтрам анализировать, и если какие-то подозрения по вам возникнут, вот тогда он пишет докладную, отправляет налоговую милицию, или СБУ, или еще куда угодно. То есть он может куда угодно отправить, потому что он анализирует. И вот теперь, что же за критерии по обязательному мониторингу? Первый критерий – деньги. Значит, смотрите, сумма платежа должна превышать, равна или превышать 150 тысяч гривен. Вот этот критерий.
Не имеет значения. Валюта, гривна. Если валюта пересчитывается по официальному курсу. Это все очень просто. Технологично. Раз. Причем компьютер это, почему говорю, это все контролируется. Фильтр ставится, хлоп, все, кто 150, раз выскочили. Без проблем, понимаешь, что тут сложно. Но это первый критерий, 150. Теперь второй критерий. То есть только по 150, но если только вы платеж 150 сделали. Причем, смотрите, это может быть, внесли наличные, получили наличные, зачислили деньги, списали деньги. Это все 150. Не удивляйтесь. По этой причине, 150, если только движение прошло, это один критерий. Надо второй. Если и второй, тогда делать схват. Если нету, 150, никто ничего не обращает внимания. Что это за история? Там их очень много, я вам скажу. Что касается физлиц и то, что действительно может как-то вас затронуть, самая чаще ошибка, которую делают украинцы, когда, кстати, их файл попадает в инмониторинг. Смотрите. Вот, например, вам зачислили на счет родственники деньги. Вы зачислили на счет. С одного банка в другой банк закинули деньги. Сумма, например, 200 тысяч гривен. Ваши деньги. И вы пришли в банк, сразу сняли. Сразу финмониторинг. Почему? Потому что там есть такой критерий. Если деньги пришли на счет и деньги сняты в тот же день или на второй день, обязательно, вот это именно обязательно, и сумма превышает 150 тысяч или 150, обязательно файл, обязательно госфинмониторинг. Еще раз сделали, еще файл, еще раз, и так дальше. Там Нацбанк еще указал, что, пожалуйста, вы контролируйте, если видите, что этот человек ведет себя плохо, и если общую сумму за месяц вы видите много, стучите на него. Вот это критерий, который самый чаще совершают наши люди. Причем, еще раз говорю, это может быть, к вам пришли деньги, свои деньги. Еще какая может быть обязательно, смотрите, вынесли деньги на счет больше 150 тысяч, и в этот же день забрали. Тоже финмониторинг. Не удивляйтесь, такое есть. Есть там еще некоторые нюансы, но это редкие случаи. Например, к вам пришли деньги из офшора. Не знаю, может, к вам... Нет, офшор имеется в виду с той страны, которая в списке Украины является офшором. Да, финмониторинг есть. Тут уже не имеет значения, снимали вы сегодня, завтра. Однозначно финмониторинг. Наоборот, вы перечислили в офшор. Это, может быть, кто его знает. Но это если страна имела в списке офшора. Повторяю, если она в списке не считает. То есть в России это не офшор. Польша это не офшор. Германия это не офшор. Германия это не офшор. США тоже не офшор. Что вы правильно поняли. Кипр, сейчас он не офшор. Но есть острова, которые офшоры. Вот так работает эта машинка. Плюс, это уже немножко связано и с страховым. Вот смотрите, вы заплатите страховой платеж за страховку. Платите даже, внесли деньги и перечислили. Если сумма больше 150, финмониторинг. Вам выплатили страховое возмещение. Сумма больше 150, финмониторинг. Не удивляйтесь такой требованию. Есть там еще масса нюансов, но я думаю, редко вы будете пользоваться. Например, если вы рассчитываете цены бумаги на предъявителя. Я не знаю, где их найдете, но может быть. Финмониторинг. Если вы, опять же, имеется в виду, что рассчитывать, вы если деньги получили, проплатили, купили, это все финмониторинг. Если вы используете в расчетах, или, например, вы купили по безналу вексель без так званого индосамента, тоже финмониторинг. Это уже такая редкость, не знаю. А в основном, я говорю, вот это ситуация, когда деньги пришли, раз, еще раз говорю, на третий день финмониторинг не попадете. Деньги пришли, на третий день придете, получите миллион, никакого финмониторинга. Нет критерий. Это обязательно. Теперь в банках есть так званый внутренний мониторинг. Что это такое? Это считается, что тоже все платежи анализируются, смотрятся. И здесь немножко дурацкий. Считается, что сотрудник банка не обращает внимания, какая сумма, он смотрит на саму проводку. Если он считает, что она подозрительная, он более уточняет информацию. И если у него какие-то вообще подозрения, он файлик и финмониторинг в течение 3 дней раз настучал. Извиняюсь, в течение 10 дней. То есть он подозрительно. Мало того, даже он имеет право, сотрудник банка имеет право остановить платеж на 10 дней и сообщить госфинмониторинг. Но это если он будет подозревать, что каким-то образом вы финансируете террористов. Или связываете, или, к примеру, с каким-то организованным преступлением. Это, не знаю, там это. В принципе, это может быть, когда останавливается платеж, любой, наличный, безналичный. Информация просто идет в госфинмониторинг, и только после того, когда уже сняты все подозрения или не сняты,
как вы понимаете, отпускается. Вот здесь в чем специфика? Внутренний мониторинг, он немножко такой расплывчатый. Я сейчас объясню. По этой причине очень зависит от банка, от сотрудника. И, я бы сказал, от сотрудника. Потому что некоторые бывают принципиальные, некоторые не принципиальные. Некоторые перестраховщики, некоторые, наоборот, пофигисты. Потому что, например, считается подозрительным, если ваша операция носит какой-то сомнительный характер, подозрительный такой характер и не является характерным. Объясняю. Вот вы постоянно, вам приходила зарплата на счет, пришла на счет, сняли, это типично. Потом вдруг ни с того ни с сего к вам пришел на счет гонорар. Пришел гонорар, к примеру, там какая-то большая сумма. И вы ее сняли. Это что-то нетипично, правда? Другой вариант. А вам на счет пришла, или наоборот, вы на счет внесли какую-то сумму денег, заплатили куда-то. Это тоже нетипично. То есть там имеется в виду внутренний мониторинг, когда вот с точки зрения сотрудника банка что-то непонятно. То ли как-то странно, или, к примеру, вы взяли кредит и в этот же день его погасили. Зачем были брать? Так? Второй вариант. Если, например, вам причислили деньги как финансовую помощь, и вы тут же положили его на депозит. Тоже глупо. Почему? Потому что по логике вещей, знаете, вот такие вот операции считаются подозрительными, и тогда должны, тут два варианта. Или сотрудник должен вызвать вас, спросить, а что это такое? Если вы объясните по документам, вот самый такой вариант, который может быть, вы продали недвижимость, вам по безналу зашла сумма денег, она может быть там несколько миллионов сразу, и тут же вы ее положили на депозит. Возникает вопрос, а что это? Опять, если умный сотрудник почитал бы за продажу недвижимости, успокоился. Другой может, конечно, там начать задавать вопросы. Тогда нужно показать будет договор, что да, я продал и положил на депозит, какие проблемы. Что ж сомнительно? раньше была одна зарплата. Вот такая ситуация. То есть, как видите, стучат, пишут, сообщают. Естественно, если будет копать лично под вас, знаете все, сразу предупреждаю. По кодам, если вы этим занимаетесь. А если вы действительно ничего не нарушаете, то даже если ваш файл попадет в госмониторинг, ничего это не значит. Там он помрет смертью.